первой части мы разобрали путь Сталина от мальчика из Гори до человека, который фактически сосредоточил в своих руках власть над огромной страной, да что ж там говорить, над целым миром. Мы говорили о борьбе внутри партии, об индустриализации, строительстве заводов, создании тяжелой промышленности, новой армии и той цене, которую за все это заплатили мы. Но все это подготовкой было к главному испытанию. Можно спорить о коллективизации, о репрессиях, о жестокости, о методах управления. Однако летом 1941 года история сама расставила все по своим местам. Вопрос остался только один. Выдержит ли Советский Союз удар Гитлера? Это проект защиты исторической справедливости патриотического движения «Победа-945». С вами я, Павел Кухаркин, и сегодня мы поговорим о роли Сталина в победе над нацистской Германией. Смотрите наши выпуски, они доступны на разных языках с субтитрами. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно делитесь этим видео. Ну а теперь поехали. К лету 1941 года Германия уже подчинила себе большую часть Европы. Франция молниеносно капитулировала. Над правительственными зданиями в Праге, Брюсселе, Амстердаме, Белграде и Афинах давно уже висели чужие флаги. Вермахт привык наступать и побеждать. Немецкие генералы уже успели пережить несколько молниеносных кампаний и все чаще смотрели на карту СССР как на следующую победу, почему-то подсознательно сравнивая страну с Нидерландами, которые сопротивлялись 5 дней. И нужно отдать должное. Они имели все основания так считать, ведь против СССР шла не только Германия. На Рейх работали заводы Чехии, французские предприятия выполняли немецкие заказы. Из оккупированных стран шло оборудование, сырье, техника. Под контролем Берлина находились ресурсы почти всей континентальной Европы. Это все неотъемлемые части картины для понимания того, что к советской границе подошла не просто армия вермахта, а подошла крупнейшая военная машина своего времени, состоящая не только из немцев. На рассвете 22 июня по советской территории ударили тысячи орудий. Немецкая авиация бомбила города, аэродромы и узлы связи. На западной границе пропадала связь. Последние сообщения от многих частей состояли из нескольких коротких фраз, после чего наступала тишина. В первый день войны генеральный штаб видел только отдельные фрагменты огромной катастрофы, которая разворачивалась от Балтики до Черного моря. В кремлевском кабинете Сталина ночь и день потеряли свой привычный смысл. Никто не покидал рабочее место. С раннего утра туда начинают приезжать Молотов, Тимошенко, Жуков, Ворошилов, Берия, Маленков, Микоян, Каганович, руководители наркоматов и генерального штаба. На стол ложатся первые донесения, затем новые, потом еще новые, и так непрерывно. И главное, каждый понимал, что тут уже не до обманов. Все прошли через это в 1930-х, понимая, какое действие последует за каждым ложным словом. Спустя годы вокруг первых дней войны появится один из самых устойчивых мифов. Сталин якобы растерялся, исчез из управления, там несколько дней не принимал решений. Версия удобная, но особенно для тех, кто после его смерти пытался объяснить катастрофу летом 41-го. Но все эти мифы и легенды не выдерживают проверки фактами. После распада СССР были опубликованы журналы регистрации посетителей кабинета Сталина, в которых был строгий перечень дат, фамилий, времени посещения и времени ухода посетителей. Из чего легенды о затворничестве Сталина в первые дни войны стали банальной ложью. Через кабинет вождя народов проходят десятки руководителей государства и армии. Совещание продолжается с утра до глубокой ночи. Обсуждаются фронты, резервы, связь, авиация, снабжение, мобилизация. И что-то не похоже на картину, когда руководитель исчез из управления страной. Сталину нужно было одновременно решать задачи, каждая из которых сама по себе могла парализовать любое государство. Это и формировать новые армии, поднимать резервы, наращивать выпуск вооружения, перестраивать транспорт, снабжать фронт, удерживать управление огромной страной. В общем, список дел был такой, что современный таск-менеджер, так называемый, выгорел бы уже в первую неделю и попросил бы отпуск и где-нибудь там на ретрит уехать захотел бы. 23 июня 1941 года создается Ставка Главного командования. В ее состав входят Тимошенко, Жуков, Ворошилов, Буденный, Кузнецов и сам Сталин. А уже через неделю, 30 июня, создается Государственный комитет обороны. ГКО становится основным центром принятия решений. Председателем становится
Сталин. Маршал Александр Василевский позже вспоминал, что именно летом 1941 года Сталин начал быстро входить в детали оперативного управления войсками. Генерал армии Сергей Штеменко писал о его способности удерживать в памяти огромное количество информации по фронтам, армиям и соединениям. Главный маршал авиации Александр Голованов вспоминал бесконечные ночные совещания, которые могли продолжаться до самого утра, после чего Сталин спал не более 4 часов и снова возвращался к управлению воюющим государством. 10 июля 1941 года началось Смоленское сражение. К этому моменту прошло всего 18 дней с начала войны, но в Кремле уже понимали, приграничные бои закончились. Начиналась другая война, долгая, тяжелая, беспощадная. Минск был потерян, части Западного фронта понесли огромный урон, а немецкая группа армий «Центр» под командованием фон Бока продолжала движение на восток. В ее составе находились две главные ударные силы вермахта – танковые группы Гота и Гудериана. Сталин следил за ситуацией на фронте в режиме реального времени. Несколько раз в день ему докладывали Генеральный штаб, Наркомат обороны и командование фронтов. Смоленск занимал в этих докладах особое место. Еще со времен Наполеона этот город считался одним из ключей к московскому направлению. Это понимали и в Берлине, и в Ставке Сталина. 15 июля немецкие части вошли в Смоленск. Но войти в город и закончить сражение не одно и то же. Бои были крайне ожесточенными. В окружении действовали соединения 16-й армии Михаила Лукина, части 19-й армии Конева, подразделения 20-й армии Курочкина. Позже германский генерал Гюнтер Блюментрит вспоминал, что сопротивление Красной армии под Смоленском оказалось значительно более упорным, чем ожидалось в начале кампании. Но справедливости ради они много чего не ожидали, в частности, что месяц будут осаждать Брестскую крепость. Начальник германского генерального штаба Гальдер почти ежедневно отмечал в дневнике новые советские контратаки и появление свежих частей. Сталин ставил задачу перед войсками как можно дольше держать Смоленск. Смоленское сражение продолжалось до 10 сентября. Красная армия заплатила за него огромную цену, но именно этот период германское наступление впервые потеряло тот темп, на который рассчитывали в Берлине. В августе Гитлер принимает решение изменить первоначальный замысел кампании, и основные усилия временно переносятся с московского направления на юг. Таким образом, Сталин смог выиграть дополнительное время для усиления оборонительных рубежей Москвы. 30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун». Немецкое командование рассчитывало завершить войну до зимы. На Москву двигалась крупнейшая группировка вермахта. В первые дни октября под Вязьмой и Брянском были окружены крупные силы Красной армии. Для ставки Сталина наступил один из самых тяжелых моментов всей войны. Немцы не были готовы воевать зимой, хотя в их зимний комплект и входили некоторые там подкладки в шлеме, перчатки, но суточные потери и обморожения были сумасшедшими. Надо сказать, что теплая одежда в армии Рейха была, но она доставалась почему-то в основном подразделениям СС и летчикам, а остальные были одеты полегче. Часть солдат 8-й итальянской армии оказалась под Сталинградом вообще в форме для ведения войны в Африке, в шортах и в рубашках. Но вернемся под Москву. 5 октября Сталин вызывает Жукова из Ленинграда. Это решение позже станет одним из самых известных кадровых решений войны. Жуков прибыл в Москву после тяжелейшей работы на ленинградском направлении, и уже 10 октября он возглавил Западный фронт. В своих воспоминаниях он писал, что положение было исключительно тяжелым. Некоторые рубежи приходилось создавать практически заново. Части прибывали на позиции прямо из эшелонов. Иногда подразделения вступали в бой через несколько часов после выгрузки. И уже 15 октября Государственный комитет обороны принимает постановление об эвакуации части государственных учреждений в Куйбышев. Начинается вывоз наркоматов, архивов и дипломатического корпуса. На следующий день Москву захлестывают слухи, на вокзалах появляются толпы, многие жители впервые понимают, насколько близко подошел фронт. В эти дни вопрос о Сталине становится вопросом государственной устойчивости. Уедет он из Москвы или останется? Но ответ появляется быстро. Сталин остается в Кремле. Маршал Жуков позже писал, что этот факт имел серьезное значение для работы всего государственного аппарата. Никто не получил сигнала к отступлению, никто не увидел признаков капитуляции. Ставка продолжала работать на прежнем месте. Он остался в приграничной зоне.
Для боевого духа это значит очень многое. И вот теперь «За нами Москва» зазвучало совсем иначе. 19 октября в Москве вводится осадное положение. Город готовится к обороне. На подступах строятся укрепления, формируются новые части, а на улицах появляются патрули. Москва становится прифронтовой столицей огромной воюющей страны. И именно в этот момент происходит событие, которое потом станет символом всей войны. 7 ноября 1941 года на Красной площади проходит военный парад. Многие участники событий позже признавались, что сама идея выглядела неожиданной. Немецкие войска находились недалеко от столицы, продолжались воздушные налеты. Однако подготовка шла полным ходом. Сталин выступил на Красной площади. В своей речи он говорил о войне, о борьбе с захватчиками. Вспоминал Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина, Пожарского, Суворова и Кутузова. По площади проходили части Красной армии. Многие из них после парада сразу же направились прямиком на фронт. Парад увидела вся страна. Его увидели союзники. И о нем узнал Берлин. Это была демонстрация того, что Сталин отступать не собирается, и у него есть только одна дорога. Дорога к победе. У людей появилась реальная цель и понимание. К началу декабря Ставка завершила подготовку контрнаступления. И 5 декабря 1941 года начали наступление войска Калининского фронта. 6 декабря к операции присоединились основные силы Западного фронта. Немецкие войска впервые потерпели крупное стратегическое поражение. Позже Василевский назовет битву за Москву событием, которое окончательно разрушило германский план молниеносной войны. Это идеологическая победа, как принято сейчас говорить, информационная. А для Сталина значение этих месяцев было еще шире. Летом 1941-го он получил фронт, который непрерывно катился на восток. А уже зимой враг встретил большое контрнаступление Красной армии. Битва за Москву стала не только военным сражением, она стала испытанием всей советской системы, которую Советский Союз выдержал. К началу 1942 года за спиной Сталина остались Смоленск, Киев, Вязьма, Октябрьская паника в Москве и декабрьское контрнаступление. Каждый из этих эпизодов стоил очень дорого. Каждый заставлял пересматривать решения, менять подходы и приспосабливаться к новой реальности. Но 1942 год начался вовсе не серией побед. Весной Красная армия потерпела тяжелое поражение под Харьковом. В мае в окружение попали крупные силы Юго-Западного фронта. Немецкое командование быстро воспользовалось положением, и 28 июня началась операция «Блау». Группа армий Юг двинулась к Дону, Кавказу и Волге. Сталин ежедневно получал доклады Генерального штаба. Василевский также вспоминал, что летом 1942 года обстановка менялась настолько быстро, что многие решения приходилось принимать в течение нескольких часов. И именно тогда, когда все балансировало на грани слома фронта, появился приказ 227. Документ вошел в историю под коротким названием «Ни шагу назад». Позже вокруг него возникло огромное количество мифов. Между тем, текст приказа хорошо показывает настроение Сталина летом 1942 года. В нем прямо говорилось о потере Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса, о тяжелом положении на фронте и необходимости прекратить бесконтрольный отход войск. Документ появился 28 июля после Харькова, после отхода к Дону и после потери Ростова-на-Дону. Но уже к августу главные события войны сосредоточились вокруг Сталинграда. 23 августа 1942 года немецкие войска вышли к Волге, севернее города. В тот же день авиация 4-го воздушного флота генерала Вольфрама фон Рихтгофена нанесла по Сталинграду массированный удар. Разрушились жилые кварталы, пристани, железнодорожные объекты и склады. Но переправы через Волгу продолжали работать. Ночью на правый берег шли пополнения, боеприпасы и продовольствие. На Сталинградском направлении постоянно работали представители Ставки. Василевский находился там большую часть времени. Жуков также участвовал в оценке обстановки и обсуждении будущих действий. Именно в этот период в Генеральном штабе начинают складываться предложения, которые позже превратятся в операцию «Уран». Немецкие части уже бились в городе, но главный удар предполагалось наносить не по немецким дивизиям в Сталинграде. Василевский писал, что внимание Ставки и самого Сталина привлекали фланги противника. Их удерживали румынские армии. Именно там обнаружилась возможность для крупной операции. В сентябре обсуждения перешли в практическую плоскость. Сталин участвовал в планировании операции лично. Василевский вспоминал, что Верховный внимательно разбирал предложения Генерального штаба.
задавал вопросы по резервам, требовал уточнений по каждому фронту и не спешил утверждать окончательный вариант, пока не получал ответы по снабжению и по срокам подготовки. 13 ноября 1942 года план был окончательно рассмотрен в Кремле. 14 ноября его утверждает Сталин. 19 ноября начинается наступление Юго-Западного и Донского фронтов. 20 ноября бьет Сталинградский фронт. И уже через 4 дня войска встретились в районе Калача-на-Дону. В кольце оказалась 6-я армия Паулюса и часть сил 4-й танковой армии. В декабре Манштейн начал операцию по деблокированию окруженной немецкой группировки. Деморализованные немецкие войска двинулись к Сталинграду с юго-запада. В этот момент Ставке пришлось одновременно удерживать внешнее кольцо окружения, готовить ликвидации армии Паулюса и отражать удары извне. В январе 1943 года началась операция «Кольцо». План ее проведения разрабатывался при участии Генерального штаба и командования Донского фронта. Рокоссовский позже подробно описывал эти события в своих воспоминаниях. 31 января 1943 года был взят в плен Паулюс, а 2 февраля прекратилось сопротивление последних немецких частей. На этом Сталинградская битва завершилась. Крупнейшая победа на тот момент, с которой будут сравнивать любую важнейшую битву все последующие годы в любом конфликте. Для советского руководства это был не только военный успех. По сути, впервые с начала войны была уничтожена крупная стратегическая группировка вермахта. Впервые в плен попал немецкий фельдмаршал. Впервые союзники Германии увидели, что поражение возможно не где-то в эфемерном будущем, а здесь и сейчас. И это еще одна, в том числе, информационная победа, учитывая значение города Сталинград, носившее имя Сталина. Вслед за этой победой уже не было немецких побед. После победы в Париже станцию метро переименуют в Сталинград. Там же появится бульвар и площадь. В Лионе в честь Сталинграда назовут рынок, а в Брюсселе проспект и отель. После Сталинграда Ставка уже работала в иной обстановке. Инициатива все чаще переходила к Красной армии. Весной 1943 года внимание Генерального штаба сосредоточилось на Курском выступе. После зимней кампании линия фронта образовала огромную дугу между Орлом и Белгородом. Германское командование готовило операцию «Цитадель». Но в Москве знали об этом заранее. 8 апреля 1943 года Жуков направил Сталину записку с предложением встретить немецкое наступление подготовленной обороной, измотать противника и затем перейти в контрнаступление. 12 апреля состоялось совещание с участием Сталина, Жукова, Василевского и Антонова. Спорили долго, ведь речь шла о крупнейшей операции года. В итоге был принят вариант, предложенный Генеральным штабом. Этот эпизод неоднократно вспоминали и Жуков, и Василевский. Оба отмечали, что решение принималось после подробного обсуждения. Для Сталина было важно услышать аргументы военных и получить расчеты по резервам, срокам подготовки и возможностям фронтов. 5 июля 1943 года немецкие войска начали операцию «Цитадель». Удар наносился одновременно с севера и юга. Центральный фронт Рокоссовского встретил наступление под Орлом, Воронежский фронт Ватутина под Белгородом. Несколько месяцев подготовки начали приносить результат уже в первые дни боев. Немецкие соединения продвигались значительно медленнее запланировано, и уже 12 июля началась операция «Кутузов» против орловской группировки Рейха. В этот же день произошло крупнейшее танковое сражение в районе Прохоровки. 3 августа стартовала операция «Полководец Румянцев», а 5 августа Красная армия освободила Орел и Белгород. Вечером того же дня в Москве впервые за войну прогремел артиллерийский салют. Штеменко вспоминал, что решение о салюте принималось по инициативе Сталина. И важно, это то, что мы отмечали ранее. Очередная информационная победа. Салют во время войны по такому значимому поводу. 23 августа был освобожден Харьков, Курская битва завершилась. После нее Германия уже не смогла вернуть стратегическую инициативу на Восточном фронте. От Сталинграда до Курска прошло меньше года, но за этот год изменилось многое. Сталин не стал другим человеком. Он по-прежнему оставался жестким руководителем, требовал исполнения приказов и не терпел небрежности. Но война изменила его как верховного главнокомандующего. Сталинград и Курск стали не только крупнейшими битвами войны, но и именно здесь окончательно сформировалась та система управления Сталина, которая позже приведет Красную армию к Днепру, Минску, Варшаве и Берлину. На агитационных плакатах впервые появилась надпись «На Берлин». А также появилось конкретное место, которое для советского человека стало логовом врага. Это Рейхстаг.
Причем это не было основным зданием, откуда руководил Гитлер. Это всего лишь парламент. Но внешне оно больше подходило для символа центра нацизма. В начале 1944 года Сталин уже руководил войной иначе, чем в 1941 или даже 1942. Жуков позже писал, что Верховный внимательно разбирался в подготовке операций, хорошо знал обстановку на фронтах и требовал от командующих точных расчетов. Штеменко вспоминал, что Сталин не любил приблизительных ответов. Если в докладе звучала цифра, следовал вопрос: откуда она взята? Если предлагалась операция, следовал вопрос: какими силами, в какие сроки и за счет каких резервов. За 3 года войны Ставка превратилась в механизм, который ежедневно управлял фронтом длиной в 1000 километров. Но последнее слово по крупнейшим операциям оставалось всегда за Сталиным. Буквально за 3 года в мире появилась сильнейшая армия за всю его историю. Пятилетку провели за 3 года. И снова при Сталине. Весной 1944 года Генеральный штаб начал подготовку летней кампании. Главный вопрос заключался в выборе направления удара. Немецкое командование ожидало нового наступления на Украине. Там находились важные экономические районы, проходили дороги на Балканы и к нефтяным месторождениям Румынии. Германская разведка была уверена, что именно юг станет главным направлением действий Красной Армии. Но Сталин решил иначе. Удар готовить в Беларуси. Именно там находилась группа армий «Центр», одна из сильнейших немецких группировок на Восточном фронте. Маршал Александр Василевский вспоминал, что подготовка операции заняла несколько месяцев. Ставка добивалась максимальной скрытности. На юге демонстративно имитировались приготовления к крупному наступлению. Немецкое командование продолжало ждать удара там, где его не будет. 20 мая 1944 года Сталин утвердил общий замысел будущей операции, после чего началась серия совещаний с командующими фронтов. Особенно известным стал разговор с Константином Рокоссовским. Командующим Первым Белорусским фронтом он предлагал наносить 2 главных удара. Большинство представителей Генерального штаба склонялись к одному. Сталин несколько раз просил Рокоссовского еще раз обдумать предложение. Рокоссовский каждый раз возвращался с тем же ответом: 2 удара. Позже он вспоминал, что Верховный внимательно выслушал все аргументы и в итоге согласился именно с этим вариантом. Этот эпизод часто вспоминают, потому что он хорошо показывает стиль работы Ставки в 1944 году. Решение принимал именно Сталин, но перед этим он заставлял командующих защищать свои предложения до последней детали. По сути, был как экзаменатор. 22 июня 1944 года началась операция «Багратион». Дата была выбрана не случайно. Ровно 3 года назад Германия начала войну против Советского Союза, и теперь Красная Армия переходила в наступление на том направлении, по которому в 1941 году шли немецкие танковые колонны к Смоленску и к Москве. Войска Баграмяна, Черняховского, Жукова, Рокоссовского и других командующих прорвали оборону противника сразу на нескольких участках. Уже в конце июня были окружены крупные немецкие группировки под Витебском и Бобруйском, а 3 июля был освобожден Минск. Во многих книгах советских времен о Великой Отечественной войне рассказывалось, что в 1944 году территория Советского Союза была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Но это утверждение было, мягко говоря, немножечко лукавством. Проводившаяся летом 1944 года операция «Багратион» не только привела к разгрому германских войск в Белоруссии, но и создала предпосылки для изгнания немцев из всей Прибалтики. А еще в процессе освобождения 3 республик вырисовывалась реальная перспектива при помощи выхода к Балтийскому морю отрезать часть сил группы армии «Север» от остальных германских войск, а позднее и ликвидировать эти отрезанные соединения. Войскам Первого Прибалтийского фронта, которым командовал Баграмян, была поставлена задача выйти к Балтийскому морю. Ставка выделила фронту из своего резерва 2 армии и танковый корпус, и Баграмян нанес мощнейший удар на север, в результате чего удалось перерезать соединение между Прибалтикой и Восточной Пруссией. После Белоруссии фронт покатился дальше на запад. В январе 1945 года началась Висло-Одерская операция. 12 января наступление перешел Первый Украинский фронт Конева. 14 января ударил Первый Белорусский фронт Жукова. За несколько недель Красная Армия прошла сотни километров, а 17 января была освобождена Варшаву. К началу февраля советские войска вышли к Одеру. До Берлина оставалось около 70 километров. И 1 апреля 1945 года в Кремле состоялось одно из ключевых совещаний заключительного
периода войны. Обсуждался план Берлинской операции. Присутствовали Жуков, Конев, Антонов и другие представители Ставки. После обсуждения Сталин утвердил общий замысел операции и распределил задачи между фронтами. 16 апреля 1945 года началось наступление. Жуков позже признал, что немецкая оборона была организована очень грамотно. Наступление развивалось медленнее ожидаемого. В Ставке внимательно следили за ситуацией, и Сталин регулярно получал доклады и требовал уточнения обстановки. Одновременно он разрешил Коневу развивать наступление в направлении Берлина. Это решение до сих пор остается предметом споров историков. Одни считают его способом ускорить взятие города, другие элементом соревнования между фронтами Жукова и Конева. Но факт остается фактом. После этого темп операции вырос. 25 апреля советские войска замкнули кольцо вокруг Берлина, а 30 апреля над тем самым Рейхстагом было водружено знамя победы. Для Сталина война в Европе завершилась там, где летом 1941 года многие в мире не ожидали увидеть советского солдата. Но будет огромной ошибкой описывать роль Сталина в победе над Рейхом, ограничившись исключительно ставкой Верховного. Конечно, каждый день ставки решали вопросы наступления резервов, переброски армии и снабжения фронтов. Но одновременно шла и другая работа, не менее важная. Нужно было понимать, какой станет Европа после разгрома Германии и какое место в этой Европе займет Советский Союз. Как мы уже говорили ранее, к осени 1943 года положение СССР изменилось кардинально. 2 года назад немецкие армии стояли под Москвой, а теперь Красная Армия сама наступала по всему фронту. Сталинград был выигран, Курская битва закончилась. Фронт откатывался на запад. Именно с этой позиции Сталин отправился на свою первую встречу с Рузвельтом и Черчиллем. 28 ноября 1943 года в Тегеране открылась конференция руководителей 3 союзных держав. И по факту начиналась новая война, будущее холодное, которую все себе уже давно понимали и рисовали. Для Рузвельта главным вопросом оставалась победа над Германией и создание будущей международной системы безопасности. Черчилль думал не только о войне, но и о сохранении британского влияния в Средиземноморье и на Балканах. Сталин же смотрел куда дальше текущей кампании. Он прекрасно понимал, исход войны уже все сильнее зависит не только от действий армии, но и от того, как будет оформлены ее политические результаты. Одной из основных тем в Тегеране была тема открытия Второго фронта. В Москве об этом говорили давно. Еще в 1942 году советское руководство ожидало высадки союзников в Западной Европе. Однако сроки неоднократно переносились. То ли союзники были не совсем готовы, то ли ждали, что СССР и Рейх нанесут друг другу непоправимый ущерб, и тогда союзники смогут контролировать уже весь континент. Еще неизвестно, чью сторону бы приняли они в итоге. Хотя в нужный момент, определившись с позицией, даже на премии «Оскар» они отдали награду лучшему документальному фильму под названием «Битва под Москвой». В тот момент пропаганда американцев была на нашей стороне. В стенограммах конференции хорошо видно, что Сталин постоянно возвращал разговор к одному вопросу – срокам высадки во Франции. Не к общим намерениям, не к политическим декларациям. Конкретная операция, конкретная дата – конкретные обязательства союзников. В итоге Сталину удалось продавить союзников, и в Тегеране они окончательно подтвердили проведение операции «Оверлорд». Для Советского Союза это было принципиальное решение. Оно означало, что Германия будет вынуждена воевать на 2 полноценных фронтах. Но Тегеран не сводился к вопросу Второго фронта. За закрытыми дверями уже обсуждалась послевоенная Европа. Поднимался польский вопрос, обсуждалась будущие границы, затрагивалась судьба Германии после поражения. Хоть до окончания войны и оставалось почти 1,5 года, контуры будущего мира уже начинали вырисовываться. Бережков, работающий переводчиком на переговорах, вспоминал одну характерную особенность Сталина. На конференциях он редко говорил долго. Обычно внимательно выслушивал собеседников, дал им высказаться полностью и лишь потом отвечал. При этом память на цифры, документы и прежние договоренности производила сильное впечатление даже на опытных политиков. Дальше был 1944 год, который стал временем, когда фронт и дипломатия окончательно соединились. Каждый новый рубеж на карте сразу превращался в предмет переговоров. Армии меняли политическую карту Европы быстрее, чем дипломаты успевали готовить проекты соглашений. Сталин понимал это лучше многих, поэтому одновременно с наступлением фронтов в Кремле обсуждали не только военные планы, но и будущие правительства освобожденных стран.
границу, системы безопасности и послевоенное устройство континента. Для фиксации этих вопросов к 4 февраля 1945 года открылась Ялтинская конференция. Как мы уже говорили ранее, к этому моменту армии Жукова и Конева стояли на Одере. До Берлина оставалось меньше 100 километров, и военная победа над Германией была вопросом времени. Ялта стала вершиной политического влияния Сталина за всю войну. Если в Тегеране союзники еще обсуждали, как победить Германию, то в Крыму они обсуждали, что делать после ее поражения. Сталин приехал в Ливадийский дворец не как руководитель страны, которая нуждается в помощи. Он приехал как руководитель страны, которая смогла выстоять, победить, когда остальные трусливо капитулировали и выжидали чего-то. Все участники переговоров понимали простую вещь. Решения, принятые в Ялте, будут исполняться прежде всего там, где стоят армии. Одним из центральных вопросов стала Польша. Польский вопрос сопровождал переговоры практически постоянно. На тот момент в Польше было две армии. Армия Краева и армия Людова. Одна имела поддержку Британии, другая СССР. И обе подозревали друг друга в связях с нацистами. Сталин занимал позицию, которую последовательно отстаивал еще с Тегерана. Сталин настаивал на восточной границе Польши по линии Керзона. В компенсацию предлагалось дать за счет германских территорий на западе. Споры были тяжелыми. Черчилль опасался чрезмерного усиления советского влияния в Восточной Европе. Сталин отвечал просто. Через территорию Польши Россия подвергалась вторжению неоднократно. В 1812 году пришел Наполеон, в 1915 году германская армия, в 1041 году вермахт. Советское руководство больше не собиралось оставлять западное направление без стратегической глубины. В конце концов, Вторая мировая стала работой над ошибками Первой. В Ялте обсуждалось и будущее Германии. Речь шла о разделении страны на оккупационные зоны, о разоружении, о ликвидации нацистских структур и о наказании военных преступников. Сталин настаивал на том, чтобы Германия должна быть лишена возможности вновь начать большую войну. Отдельной темой стала новая международная организация, которая позже получит название Организация Объединенных Наций. Здесь Сталин проявил особое внимание к деталям. Его интересовал механизм принятия решений. Именно поэтому советская делегация добивалась права вето для постоянных членов Совета Безопасности. Сталин прекрасно понимал, что после войны интересы великих держав неизбежно будут сталкиваться. СССР не должен был оказаться в положении, когда коалиция других государств может принимать решения против него простым большинством голосов. Рузвельт поддержал эту конструкцию. Впоследствии именно право вето станет одним из фундаментальных элементов всей системы ООН. По сути, Сталин стал главой нового миропорядка. В Ялте был решен еще один вопрос огромного значения. Сталин подтвердил готовность СССР вступить в войну против Японии через 2-3 месяца после капитуляции Германии. Взамен союзники признавали возвращение Советскому Союзу Южного Сахалина, передачу Курильских островов и восстановление советских позиций на Дальнем Востоке. До окончания войны оставалось считанные месяцы, но контуры послевоенного мира уже были определены. 9 мая 1945 года Германия капитулировала, и уже через несколько недель началась новая конференция. 17 июля 1945 года в Потсдаме открылась последняя встреча руководителей держав-победителей. Мир за это время изменился. Рузвельт умер 12 апреля. Соединенные Штаты представлял Гарри Трумэн. Черчилль прибыл в Потсдам как премьер-министр, но после поражения консерваторов на выборах 28 июля его сменил Этли. А сама Британская империя сократилась до размеров острова. Из 3 лидеров Тегерана только Сталин остался на своем месте. Нужно отметить, что потсдамские переговоры проходили уже в другой атмосфере. Союзники больше не обсуждали совместную борьбу против Германии. Теперь обсуждали последствия победы, а определились с размерами репараций, уточнялись границы и решалась судьба немецкой промышленности, формировались принципы управления оккупационными зонами. Сталин последовательно добивался того, чтобы безопасность СССР была закреплена не обещаниями, а конкретными решениями. Поэтому в Потсдаме окончательно закреплялась новая западная граница Польши по Одеру и Нейсе, и оформлялись механизмы послевоенного устройства Германии. Именно в Потсдаме становилось очевидно, что прежний союз военного времени постепенно заканчивается. Во время конференции Трумэн сообщил Сталину о появлении в США нового оружия огромной разрушительной силы. Речь шла об атомной бомбе. По воспоминаниям участников переговоров, Сталин отреагировал спокойно и внешне вообще практически безразлично.
Трумэн позже удивлялся такой реакции, но советская разведка уже давно сообщила в Москве о всех работах над американским атомным проектом. Поэтому никакой сенсации для советского руководства не случилось. Фактически Потсдам стал последней большой встречей союзников и одновременно первым актом будущей холодной войны. К этому времени Сталин занимался устройством мира, который должен был существовать после нее. Когда летом 1941 года немецкие армии рвались к Москве, мало кто за пределами СССР мог представить, что через 4 года Сталин будет обсуждать границы государств, устройство Германии, создание ООН и вообще в целом будущего Европы, как один из 3 людей, определяющих мировую политику. Именно так и произошло. Война сделала Сталина тем человеком, которого история будет обсуждать еще очень-очень долго. Факты остаются фактами. Именно при Сталине страна одержала победу над гитлеровской Германией и стала одним из главных геополитических центров силы. На этом все, друзья. Подписывайтесь, делитесь этим видео. До новых встреч. Пока.